Мои дорогие подписчики, всем привет! Сегодня у меня была встреча с очаровательной девушкой, с очень сильной, интересной, энергичной, такой целостной, очень талантливой. В общем, это тот типаж, который нравится не только нам с вами, но и безумно нравится нарциссам и психопатам. В то время, когда я начинаю общаться, я вхожу в такую, как скажем, настройку на человека. То есть я его максимально чувствую, учитывая мои способности, то, что я такой сканер ходячий, и то, что у меня очень сильная интуиция, то есть каждому даю ту информацию, которая нужна ему. Я даже чувствую человека, вот когда в переписке чувствую, голос я очень чувствую, я абсолютно все считываю, и если, значит, не мой товарищ, не мой клиент, то и встречи не будет. Потому что для меня очень важно, чтобы мой труд не прошел напрасно. Вот сразу похвалюсь. Одна девушка, с которой я общалась где-то 1,5 месяца назад или 2, уже не помню, время летит, написала мне, что вот, Виктория, благодаря вам я, значит, не влипла, сейчас выхожу замуж в Германии. Вот, после замужества, после свадьбы сразу приеду к вам и расскажу всю историю вам на YouTube, как вы меня, по сути, спасли, что один разговор серьезный такой по телефону, потому что она из Германии звонила, и для меня этого было достаточно, вот, для нее. Самое такое трепетное, что я осознала с сегодняшнего общения, что как сильно жертва, это может быть мужчина и женщина, как сильно они погружаются в стокгольмский синдром. Какая-то такая мощная сила, и как они оправдывают и жалеют своего абьюзера, тирана. Это такая, знаете, печалька, потому что во время разговора, где-то мы общались 1,5 часа примерно, во время разговора она очень часто погружалась в такое состояние такой жалости к нему. Глазки у нее были как у котика, знаете, такого с мультфильма о Шреке. Как важно обладать информацией и как важно сказать человеку правильные вещи. Для меня важно только один результат, что через какое-то время, как можно быстрее, наше общение еще не закончилось, как можно быстрее она осознает и ее отпустит. Мы договорились, когда будут откаты, она мне будет писать, звонить. И, в общем, вот. Знаете, самое интересное, что когда она мне рассказывала о своем психопате, а у нее настоящий психопат, то она говорила: ты знаешь, Вика, он проговаривает, он то меня как-то то придушит, то что-то может сказать, типа, мы там не будем видеться там несколько часов или там день-два, потому что, в общем, он там уходил в какие-то состояния. Состояние алкогольного опьянения или какого-то вот такого внутреннего толчка, потому что так устроена их психика. Вот эти их садистические выпады, садистические вот эти моменты, гнев, ярость, они не зависят от вас. Это их внутренний процесс. И что-то случится, будет у него не то настроение, что-то его триггернет. И можете пострадать легко, понимаете? Есть этап, на котором они себя могут контролировать. Но чем старше становится человек, тем вот этот способы контроля себя, они все слабее и слабее. Но именно вот психопат как психопат, вот это все усиливается. То есть с возрастом они не становятся спокойнее. Это все усиливается, дорогие мои. Как психопаты пробираются в нашу жизнь? Ну, в 90%, дорогие мои подписчики, это в тот момент, когда вы были не в ресурсе, что-то случилось, или развод, или травма, или, может быть, вас уволили с работы, или вы какие-то отношения закончили неудачные, или какая-то болезнь ваша, или родственников. Ну, то есть они появляются в тот момент, когда вы слабы, нересурсны и нуждаетесь в помощи. Я вам скажу одну такую вещь, мои дорогие подписчики, потому что в моем опыте уже много таких девочек, с которыми я общалась. Кто-то говорит: знаешь, Виктория, никак не могу расстаться, потому что
никто меня больше не полюбит. Я говорю, так, он тебя и не любит. У психопатов даже нет этой функции любить. У них нет функции любви, эмпатии, сочувствия, сопереживания. У них нет абсолютно, даже если что-то он натворил не то, они не могут проанализировать и какие-то извлечь ошибки. Нет. Всегда будете вы виноваты, и там методика контроля, и, в общем, манипуляции высшего пилотажа. Я же очень эмпатичная, и когда я общаюсь с девушкой, ну, потому что у меня пока был и мужчина, обращался с и мужчина, все нормально. Они разошлись, девушка была нарциссичная очень. Вот, даже обещал приехать в Египет, в общем, где-то так, рассказать об этой ситуации. Так что у меня не только девочки, но и мужчины. Вы знаете, как-то мне брат подкинул такую идею, говорит: Виктория, ты вот на мужчину смотри вот так, забери его деньги в сторону, понты его вот эти, ну, знаете, как понты, сразу надувается грудная клетка, и грудь, как у меня, становится почти что. Забери, говорит, в сторону, и вот так, ну, все его там возможности, там, власть, все вот так в сторону отодвинь, и возьми его в трусиках, поставь возле березки, или в этих трусиках дешевых посади его в «Жигуленок». И вот, исходя из этой картины, что у тебя есть, ты будешь на него смотреть или нет? И вот эта методика постоянно со мной. Спасибо, дорогой брат. Но я это очень часто применяю. Ну и да, мне помогает. Знаете, я так всегда говорю, что каждый человек пришел в эту жизнь, чтобы расцвести. И точно вот эта талантливая девушка может стать кем угодно. У нее масса способностей, я прям восхищалась ею. Можно создать какие-то проекты, открыть успешный бизнес, одно, другое, третье. Но можно наоборот свою жизнь угробить на ушлепка, и, пожалуй, это будет все. И ушлепок не скажет спасибо, потому что ушлепки не могут быть благодарны. У них тоже этой функции нет. Все вокруг виноваты, один он, Бог, царь, король, а на самом деле он обосранный ребенок на горшке. Просто у обосранного ребенка зеркало в руках, и он зеркалит, допустим, с партнера на себя вот эти таланты, способности, весь его ресурс. Он думает, что это он такой, понимаете? Предур думает, что это он классный. На самом деле предур пустой, там никого нет дома. И если бы вы понимали, что какая там пустота кромешная, то вы бы даже не стали задумываться. Но дело в том, что не все обладают такими знаниями, такой глубиной, интуицией. Ой, ну этому можно научиться. Даже вот многие девочки мне пишут потом, когда вот в это углубляешься, начинаешь это видеть. И уже что, если что-то подобное встречаешь, моментально ты вот так раз, два, три, четыре, то есть такой уже опыт, если есть, то он уже есть. Но не знаю, мои дорогие подписчики, жизнь вот она проходит и все. Вот сегодняшний день такой прекрасный, он заканчивается и больше его не будет. Его можно провести в любви, с любимым человеком, с друзьями, которых вы действительно любите, уважаете. Можно же день прожить ярко, а не думать, как же загладить мне конфликты, чтобы возбужденная психика психопата как-то сегодня была в таком ровном состоянии. Потому что жертвы психопата всегда очень такие нервные, у них расшатанная психика, потому что психопатия. У человека нету психики, не развита психика. Там психика 2-летнего, 3-летнего ребенка. Значит, эти люди, они пользуются чужой психикой. Точно так же, как человек без ноги, он возьмет какой-то протез, костыль и будет передвигаться. Но если у человека нет психики, то есть он будет пользоваться психикой партнера, на работе, не знаю, окружающих, где еще можно. То есть они используют психику всех. И такое не бывает, что психопат только вот психопат дома. Это такая стабильность и постоянство, понимаете? То есть он на работе может горкануть. Ну, в общем, срываются они, потому что
у психопатов очень плохой контроль эмоций. И что бы я вам посоветовала, это вести психопата на первоначальном этапе в кафе и как-то его спровоцировать, чтобы он сорвался на официанта, а он это точно сделает, потому что на тех, кто не может ответить, они обязательно срываются. Пришлось поменять микрофон, потому что сзади включили музыку. Итак, мои дорогие подписчики, что нужно от вас психопату? Психопату от вас нужен только ресурс. Максимально выжать ваши возможности, ваш ресурс. Как только ваш ресурс иссякнет, закончится, вас оставят, не волнуйтесь. Если вы вернетесь снова в ресурсное состояние, психопат вернется. Вот те люди, которые постоянно возвращаются время от времени, нет, мои дорогие подписчики, ничего он не понял, что вы лучшая, что вы такая классная. Ничего они не поняли. Они просто пришли покушать. Придурки пришли покушать, вернулись. Крокодил, когда хочет кушать, он возвращается, он идет на охоту. Это хищники, которые просто возвращаются для того, чтобы покушать. Просто очень часто такое слышу среди женщин. Вот бывший вернулся. Ну, потому что мудаки, они возвращаются. Нормальные мужчины, они не уходят. Они с женщиной. А вот мудаки, они возвращаются. Запишите себе, пожалуйста, вот, и не забывайте это. Знаете, вообще жизнь такая классная. Вот каждый из вас пришел в эту жизнь, чтобы наслаждаться ею, правильно? Расцвести, что-то интересное сделать для человечества. Возможно, вы можете быть прекрасным там, художником, педагогом, бизнес-леди. Вы можете там что-то шикарное сделать для человечества. Можете наслаждаться жизнью, столько вот вообще всего прекрасного вокруг. Но вот в данный момент я сижу, смотрите, просто сижу. Вкусный кофе у меня, один момент. Вон там закат, пальмочки шикарные. Вон там у нас водопад. Там у нас красивая улица Мамша. Там вот лампочки уже включили, когда темнеет, включают лампочки. Но столько радости и удовольствия, это просто улет. Прям много. Микрофончик у меня такой мохнатый. Разговариваю с моими подписчиками. У меня сейчас столько счастья, что я просто оргазмирую. Кроме того, что я испытываю радость вот от маленьких всяких удовольствий, маленьких, малюсеньких. Вот такая малюсенькая радость. Просто я с нее делаю такую большую и могу этому обучить вас. Кроме вот этих радостей, я еще постоянно оргазмирую. То есть я живу в кайфе сама от себя. Ух! Знаете, какая самая ведущая эмоция у психопата? Отвращение. Вот он, когда с вами общается, ухаживает, он вас ненавидит и чувствует отвращение. Но он должен это терпеть, потому что нужно увлечь вас. Увлечь в эту игру грязную и погрузить в свои эмоции, деструктивные эмоции, потому что у них нет выхода к позитивным эмоциям, и их главная эмоция – это гнев, ярость, презрение, зависть, вот эта ненависть. Вот этот комок, он живет в них, внутри. И, конечно же, паранойя, страхи их. И если вы будете с ним общаться, они вас будут погружать туда, в свой мир, в свой грязный психопатический мир. И очень часто девчонки говорят: знаешь, Виктория, я такая была раньше радостная, такая классная, теперь у меня какие-то появились страхи, какая-то паранойя, вот что такое я думаю, какая-то такая деструктивность, депрессия, вот этот комок вот этого дерьма. Но это потому что он погружает вас в свое состояние, в свой мир, а от вас забирает от этого. То есть он от вас забирает ваши таланты, способности, энергию, энергетику, все ресурсы, которые он может забрать, он от вас выжимает. Почему им нужно много ресурса и много партнеров, много жертв? Потому что любой человек, если он будет только он один, он быстро сдуется. Ну вот возьмем Бишимбаева из Салтанат. Он ушел с работы, начал постоянно быть с ней. Чем это закончилось? Он ее высосал, и ее попытки уйти закончились неудачно. Она так и не ушла, а он ее убил. Это такая схема психопатическая, очень частая. Ничего нового. Классика жанра. Скоро сделают фильмы, режиссеры на эту тему. Будут потрясающие фильмы, кстати. Я бы сама сделала фильм на эту тему. Вот. Но пока вот так вот.
Так что вот, мои дорогие подписчики, вот такая жизнь. Знаете, меня мама с папой называют Вита. Это жизнь, означает на латинском жизнь. И вот, да, я всегда как-то в человека вселяю жизнь, радость, всякие вот такие позитивные моменты. Потому что я заинтересована видеть человека счастливого. Это будет моя заслуга, я это себе припишу, что я вот раз переключила человека на правильное мышление, но это не так быстро, это работа с подсознанием, потому что пока вы общаетесь с психопатом, ваш мозг полностью пронизан его, как бы, полностью им пронизан. То есть вам как бы в голову переходит вот его тип мышления, вот его психопатический мозг. Потом нужно освобождаться, как бы наращивать новые нейронные связи, а это нужно время для этого. Так что вот так. Это все не сразу, но все делается, и все начинается с момента осознания и принятия решения, как бы поменять свою жизнь, и все. Ну, такой интересный момент. Вот, мои дорогие красотульки и красотульчики. Психопаты бывают и мужчины, и женщины, кстати. Так что вот. Я больше, конечно, работаю с женщинами, но одного мужчину спасла удачно. Так что он даже обещал мне приехать в Египет. Вот. Классный у меня микрофончик, правда, такой мохнатик. Вот так вот, мои дорогие подписчики, вот такая жизнь. И эту жизнь нужно прожить интересно, красиво и достойно. А для того, чтобы это все было у вас, нужно окружать себя такими же классными, достойными, яркими людьми. Ну что ж, на сегодня я буду заканчивать, потому что нужно идти забирать Маркуса с плавания. На сегодня все, мои дорогие подписчики. Напомню вам, что я даю консультации на любую тему касательно Египта. Сэкономлю ваши деньги, энергию, время, может быть, даже и жизнь. Все координаты под видео. Так что пишите, звоните. Ну, и будьте счастливы!